Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы сегодня продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я обещал в прошлой серии, что мы пойдем, скорее всего, поговорим с выжившими насчет Карги. Где это у нас? Вот здесь, это у нас чуть-чуть внизу. Окей, давайте пойдем туда. Почему бы и нет? Почему бы и да? Если я не ошибаюсь, это вот где-то здесь. Это, кстати, что за дом? Возможно, сегодняшнюю серию сделают чуть покороче. Подожди, мы здесь разве не были? Да что происходит? Special day to visit the family home of Archduke Enver Gortash. We're celebrating our dear gods. Gortash has a mother. У Горташа есть мать? Мне почему-то казалось, он выскочил готовник, ему леча из задницы, или как-то так. Леча из задницы. Вот, значит, кто в ответе за появление этого шарлатана. Ну нет, это такое, почему я должна ее винить за то, что он мудак? Приятно познакомиться, они тоже неприятно. Почему нет ответа типа, ну, ладно, пофиг мне на вас. Ладно, давай просто что-то продам ей, да и все. Деньги мне главное отдай. Че, сколько ты мне дашь? 2К? Да в смысле 2К это стоит? Это не стоит 2К. У нее 510 есть. Допустим. Лата темного паладина. 4К стоит. Я грыбу, что так дорого. 800. Да ну, не гони, да. Да что ж такое? Так куда не шло, конечно. Ты чё, ты меня достаешь? Почему у меня? Поняла. Это карлик. И это карлик. Носи с собой, пожалуйста, спасибо. А у меня превышение. Почему превышение? Вот. Я поняла почему. Карлик. Нормально. Добро пожаловать в лавочку обувщика Флима, скромное жилище нашего будущего эрцгерцога Энвера Горбаша. Он, может, и не пошел по стелькам своего старика, но эрцгерцог это ведь тоже не дурно, правда? Он, похоже, гордится сыном. Так ты отец Горташа, да? Он прям вылитый я, верно? Всегда был красавчиком. Не льсти себе, дед. Ну и все, ну и пока, не интересно. Я не понимаю, где этот вариант. Приятно познакомиться, давай. Карлок не одобряет, да? Это все, что я могу сказать сейчас. Угу. Ты там говори, ладно, я пока. Все, проверила. Все, пока, отстань от меня. Я хотела не это. Твоя личинка дергается, эти двое носят в себе паразитов, но с ними что-то не так. Давай я уйду, выпью зельечко, которое я почему-то не выпила сразу. Я думала, я его пью по КД. Зельечко чтения мысли, потому что у меня его нифига нет, наверное, поэтому. Ладно. Проникнуть в ее мысли можно. Спасите, боги Всевышние, помогите. Прочисти. Элитидам все равно. Ты роешься в ее сознании, но псионические силы, которые контролируют какие-то другие, словно рваные. И твое сознание соскальзывает в этот разрыв. Энвер уничтожил мой разум, он захватил мое тело. Надо было захлопнуть дверь у него перед носом, но я впустила его, он запихнул какого-то червяка нам в глаза.
Я здесь, но я не могу говорить. Не могу ничего сделать. Я в ловушке. I can't act. I'm trapped. Почему Энвер так с вами поступил? Who said he wanted to Он make сказал, что us хочет сделать нас беспомощными. still bitter Столько лет about прошло, все Rose's никак не может years, простить. but Но мы we же не did what хотели, was но мы же best хотели как for лучше him, для него, for для all всех of нас. us. We Мы были в had долгах по самое debts. уши. А как еще удержать на плаву эту сраную лавку? Взяла взаймы у опасных людей, они грозились нас зарыть, если мы не расплатимся. И тут один колдун предложил нам за Энвера хорошие деньги. Он же у нас был умничка, вот и пришлось решать, его отдать и нам всем выжить или помереть. Короче, мамка продала своего сынка. Мило. Ну, Ну, мамка с папкой имею в виду. А разве у нас был выбор? Да разве нет? Вы продали своего сына колдуну, это непростительно. Я не буду отвечать, это непростительно, чисто второй вариант мне, наверное, больше нравится, поэтому. У вас этого в планах не было, вероятно, но вы создали чудовище. Да он всегда был чудовищем с самого начала, прогнивший до мозга костей, изводил нас здраво своим нытьем, капризами, этими вечными истериками. Ты можешь думать как хочешь, Энвер тоже все свое решил. Но мы такой муки не заслужили. Я до тебя ни с кем не могла поговорить уже много месяцев. Давай быстрее, договаривай. То есть она сейчас на полном серьезе говорит, что типа ребенок изводил их своими криками, истериками и тому подобное, да? Ну, типа да, он же ребенок, ну, камон, и чё его теперь надо продавать? Это значит, что он монстр? Я понимаю, если бы она сказала, что он был монстром изначально, и описала там какие-то ужасы, что он с детства там, я не знаю, какую-то муть чудил, вообще жесткую, да, но истерики? Он монстр, потому что у него были истерики? Ты чё? Опомнись. С какой стати я буду тебе помогать после того, что вы сделали со своим сыном? Мой сын, да ты на него посмотри, каким он был в детстве, таким и остался, мерзкая маленькая гадюка. Любой бы на моем месте отправил его подальше. Ты уж мне поверь. Может, она, конечно, чего-то не договаривает, может, он что-то и делал плохое, но мне просто об этом не сказали сейчас, я не знаю. Я ничем не могу тебе помочь, по крайней мере, сейчас. А ну дай-ка с папкой поговорю. Я ничего не знаю. Пока. Я просто уйду. Твоя личинка дергается и съеживается. Связь рвется. Ржу. Карлок, подожди. Ладно, давай. Значит, родители Горташа продали его колдуну. Звучит на удивление знакомо. Я вовсе не собираюсь переживать этому ублюдку, но, возможно, то, что он сделал, просто отражает произошедшее с ним самим. Когда судьба постоянно поворачивается к тебе задницей, сам начинаешь раздавать пинков. А ты что-то скажешь мне интересное, давай? Так, нарушение, проникаю в мысли. Ничего, как будто эти мозги кто-то начисто протер тряпкой. И лети там давай. Ты ищешь источник силы, но он сейчас почти не ощущается. Ему нужен отдых. А, это я ж потратила на нее, блин. Ну ладно, может потом, если не забуду, то подойду. Потому что интересно, что он бы сказал. Напомните мне, если вдруг хотите, чтобы я потом подошла.
Уважаемый владелец, поскольку наша предыдущая корреспонденция осталась без ответа, представитель гильдии строителей был вынужден войти на вашу территорию для инспекции. Выяснилось, что ваша собственность грубо нарушает несколько правил безопасности. Пока не будут приняты меры по исправлению ситуации, мы признаем постройку под названием «Дом Сталин и Гарл» негодной к эксплуатации в соответствии с подзаконным актом 42. Решение вступает в силу немедленно. Если вы хотите оспорить его, пожалуйста, обратитесь к местному представителю гильдии строителей. С уважением, Арден Глоу, посланник Совета Четырех. Четырех. Warning. The property of the individual known as Old Garlow has been deemed Короче, признано unsafe for небезопасной, да, пофиг мне. habitation under City Bylaw 42A. Do not enter. А я войду. Я войду. These boots have seen everything. Скажи мне, наверное, свой мешочек. У меня есть здесь или нету этот вот снятие проклятия? Есть, это хорошо, но мне нужно больше снятия проклятия, на самом деле. Одного совсем мало. Ну, все-таки нужно еще пойти скупиться. О, жуткие звуки. Это я люблю. Не обращайте внимания, я должна была это сделать. Она так смешно смеется. Согласна. Смешно. Веселуха. Привки. An intruder. Тебя сюда не звали. These people Все are здесь under под my моей защитой, я не protection. позволю I'll not причинить let им you вред. harm them. Hearken to my words, Внемли wicked мое, creature. мне подлое создание. Return to the Возвращайся в pit of адской evil рот, from куда ты whence you выползла. came. Меня зовут Вэлла, приятно познакомиться. Я сожру ваши души, ра. Я не знаю, это очень смешно, но я не буду этого отвечать, потому что они тогда точно нападут. Адова Серый, что ты делаешь? Ладно, все, меня зовут Вэллори, приятно познакомиться, и вам как бы счастья в вашей хате, так скажем. Вдруг это враг, который нас опутывает чарами, скорее, жрица. Helm, protector of all, grant me the power to ignite this creature's flesh and burn its bones to ash. Be gone, monster. Your hag mother holds no power here. Подожди, давай еще раз. Стариана смешное лицо. Потому что они все удивлены, ну просто Стариана лицо с позой, он такой типа... Не пол. Стой, никакой я не Трудихарки, я верная последовательница своего божества, как и ты. А ну-ка, давай так. Ну, валяет разминки, я не откажусь, тоже забавно. Нифига, 20 класс сложности. Че не 30? Никакой Трудихарки не может так говорить. Прости за паранойю, но нас преследует злобная подлая карга. Мы боялись, что ты ей служишь. Одну из нас она уже прокляла. На очереди может быть кто угодно. She's already hexed one of us, and any of us could be next. Почему она вас преследует? Because we dared to Потому do что мы the осмелились на impossible. недопустимое. We Дать ей dared отпор. to fight back. You see, all of Видишь us ли, мы here все have тут стали fallen жертвами victim to коварства a и hag's подлости vicious карг. ways. Но мы не впали в But отчаяние. instead of Мы succumbing to выстояли. despair, we rose above it. Thanks to Mayrina. Спасибо Майрине, она our у нас leader. главная. Вместе мы стали помогать Together, we've другим, been кто угодил helping каргам others в who've лапы. suffered at the claws of a hag. Only Вот только Марину прокляла Mayrina's злобная been карга, hexed которая нас by the very преследует. hag who now hunts us. Марина? Я ее помню. Ее держала у себя тетушка Этель в первом акте, напоминаю. You're the one that saved Так это her. ты ее спасла? Ты The one проникла в that черное ventured логово to the Этель? depths of Глазам Ethel's своим не lair. верю, на вид ничего особенного. I can hardly Чего believe it. слышишь? You look so normal. А, ну да, By типа hell, нормально perhaps выглядишь. there is hope. О, Хель, так может у нас anyone еще can есть help надежда? Marina, Если it's кто и you. может спасти Марину, так это ты. Она She's наверху, но имей в upstairs. виду, она сильно изменилась. Be warned. She's not as you remember her. Окей. Маринка. Сейчас как пойду. Похихикаем.
Vigilant One, your humble cleric seeks the power to defend these innocents against the hag. Этот дневник написан корявым почерком, на страницах тут и там кляксы или фигурки из палочек. День один. Клет встретил приятных ребят. Они не смеялись, когда Клет рассказал о красношапках, и о крысах, и о карках. Клет думает, что наконец-то нашел друзей. День 10. Хозяин сердится, говорит, все эти странные вещи происходят из-за нас. Неправда, но хозяину все равно говорит, что мы должны уйти. Друзья грустят, а поэтому Клет тоже грустит. Клет хочет помочь. День 11. Клет нашел место для жилья, это дом старины Гарлоу. Но он там больше не живет. Друзья очень рады, сказали Кледу спасибо. Клет рад, что сумел помочь. Мило. Слушай, аргонянин, ты вот, Ятла, недовольный. Как-то ты уж очень вовремя, не бывает таких совпадений. Остальных... Тебе, может, и удалось обмануть, но я не спущу с тебя глаз. Then stop wasting my time and go help her. Он очень недоволен. Вот Клет забавный. Пожалуйста, помоги госпоже Марине. Она такая милая, добрая, нежная с Кледом. Со всеми. А ты ведь хоб-гоблин, да? Мы с Мариной, я вижу, сошлись. Просто друзья. Госпожа Марина слишком красивая, добрая для таких, как Клет. О. Но если ты не снимешь проклятие, Клет будет о ней заботиться. Будет кормить, стричь, чесать за ушами. Клет будет стараться. Знаешь, как снять заклятие? Нет, Клет не понимает магию Карги, но может помочь милой госпоже не может помочь милой госпоже Марине. Окей. Надо. Маринка, что ты тут? Что ты тут? Затоптанный дневник. Текст на странице сперва написан элегантным курсивом, но вскоре превращается в беспорядочные каракули. Мне снова снилась Адель. Она смеялась, набив рот моими кишками, выгрызая ребенка у меня из живота. Я закричала, малыш тоже, а потом он превратился в куклу, мерзкую, отвратительную вещь. Я проснулась, дрожа от холода и обливаясь потом от жары. Смогу ли я когда-нибудь убежать от этой проклятой ведьмы? Я снова увидела куклу, но это был уже не сон. Клет рассказывал про красивое облако, которое увидел на улице, как вдруг я заметила куклу у него за плечом. Она смотрела на меня. Я закричала. Бедняжка Клет тоже начал кричать, и тогда я соврала и сказала, что увидела мышь. Думаю, мне просто нужно поспать. Кукла. Она повсюду. Я пыталась предупредить остальных, но не могу говорить, не могу ходить. Мои пальцы немеют, когда я пишу. Адриана, достань. Страница заканчивается корявым, неразборчивыми каракулями. Марина. Превратилась в овцу. Конор. Ее муж. Кстати, я не совсем понимаю. Мы встречали зомби. Вот в прошлой серии буквально Трамбо и его друзья, они тоже зомби, они в принципе выглядят даже примерно так же, просто в другой одежде. Но они умеют говорить. Причем прям говорить более осознанно. А этот вообще не говорит даже. Он, неосознанный, и он не разговаривает. Я не понимаю, почему. Как бы понятно, что тех воскресил этот падальщик. Может быть, из-за того, что он воскресил. Типа он более могущественный. И он буквально некромант. Наверное, из-за этого они более осознанные, чем Конор. Маринка. В смысле Гав? В смысле Гав? Почему Гав? А вот теперь правильно, Му правильно. Давай еще раз. Я не поняла, почему Гав. Ну, подожди, Му тоже не совсем правильно. Му это ж корова. А ты не корова. Почему? Давай еще раз. Не, она хочет только так пока. Ну, Му так Му. Ты помнишь меня, Марина? О, теперь она лошадка, понимаю. Дрессировочка. Смотреть Марину можно, я попробую? Интересно. Провальчик критический. По виду самая обычная овца. Но это не обычная овца, это Марина. А вот тут у нас хи-хи-хи кукла Вуду.
Хихихи кукловоду. Дурное предзнаменование. В этой кукле есть что-то подозрительное. Ну, короче. Берем. Свиток или заклинание, неважно. Снятие проклятия. У меня это свиток. А, подожди, я же могу его выучить, чтобы не покупать себе эти заклинания-то. А ну, изучи быстренько. Изучила? Хорошо. Молодец. Берем свиток или заклинание снятия проклятия любого уровня и на куклу. Изи. You removed my hex. Тебе удалось снять мое заклятие. That's Досадно. annoying. I wanted to Мне play хотелось a little поиграть longer. подольше. Тетушка любит, когда Auntie игрушки likes her ломаются. toys broken. Она не порадуется, что мне She's not пришлось going to be пачкать happy руки. I had to get my hands dirty. А ты где? О, господи, чел, ты чё тут-то, а? Aren't we? Я надеюсь, они там не начнут драку, пока я стою пинаю. Чё ты тут делаешь? Почему ты тут? Ты вообще фиг знает, где должен быть. Ты как тут оказался? Ты чё? Вот же ж, блин, а. Теперь валить ним. Фиг знает куда. Да я хотела ним напасть из-под тишка, чтобы не начинать какую-то мегабойню. Надеюсь, они там еще не поубивают друг друга. Где ты бежишь? Быстрее беги. Я вам говорила, лопата, ну, в данном случае это просто призванный квазит, а не лопата, на самом деле, но неважно. И то квазит, так что не играет роли. Это имба. Это имба, когда ты играешь на высоких уровнях на доблести, потому что спокойно застоишь врасплох кого угодно, почти кого угодно. И это тебе ой как прям время дает. Короче, Ятла. Ятла у нас красношапка, фея, он превратился. Ну, вы поняли. Превратился и превратился. А моя смена заклинаний. Не могу делать во время боя. Ну, иди в жопу тогда. There's blood in the air. Как бы мы-то, по сути, увидели диалог. По делам тебе, тварь вероломная. My love. Мой милый, тетушка прислала тебе небольшой подарок. Заколдованную куклу специально для Марины. Используй куклу, чтобы напугать ее саму и ее маленьких дружков. Или можешь их перерезать, мне все равно. Только найди эту книгу, или я вырву тебе легкие и скормлю твоим же братьям. С любовью, тетушка. I've got a long road ahead. Very well. That lying Вот thieving ведь лживый, slave. подлый, чешуйчатый секунд. Спасибо, что прирезала мерзавца. That makes twice you Второй раз saved ты me. меня спасаешь. Не иначе I'm starting to моя... think you're my guardian angel. моя ангелица. Наверное. Хранительница. Кстати говоря, почему я сейчас взяла лопату, то есть квазита, я забываю, что это не лопата, неважно, буду называть лопата. Потому что если бы я закончила диалог, то этот чел бы успел призвать себе помощников, а мне просто впадло. Не то, что они какие-то там сложные или типа того, нет, они легкие, просто. Мне так захотелось. Но из тебя вышла очаровательная овечка. Мне тоже радостно тебя видеть, Марина. You too. Взаимно. Со времени нашей последней встречи многое переменилось. Я устала чувствовать себя Decided I was беспомощной sick дурой. and tired of feeling stupid, helpless. So I И тогда я decided I решила, wasn't что gonna больше be не a буду victim жертвой. anymore. This group В is этой made of группе все survivors. пострадали от карк и выжили, как и People я like сама. me who've been hurt Я by собрала их, hacks. чтобы мы могли дать отпор. I brought them together to fight back. We tracked a hack Нам to the удалось city, выследить Каргу but здесь, lost в городе. her trail. Но сразу после того, как она похитила маленькую девочку, мы потеряли ее след.
Есть какая-то связь с нашей старой знакомой Этель? Очень надеюсь, что нет. Мне хватает того, что она мне до сих пор в кошмарах снится. Нет, благодаря тебе Этель мертва. Но и это вполне и подстать. Стоило мне заняться поисками пропавшей девочки, я тут же ощутила на себе внимание Карги. Моргнуть не успела, как покрылась шерстью и стала бледь. Где это? Лора? Она сказала, что ее дочь пропала в смущенной русалке. Точно она. Так она пропала в русалке? Тут есть за что зацепиться. Да-да-да, мы помним в начале. Было. Кстати, мальчик, в смысле, в начале. Загляни в сундук в глубине дома. После нашей последней встречи с Этель я только и делала, что собирала информацию о каргах. Забирай, что сочтешь нужным, я и так уже наизусть знаю. Так, что ты мне дала? Посох прерывания, да, пофигу. Так, подожди. Я пока ничего. Я сейчас... Короче. The Dragonborn was Cled's friend. Why? Why would he hurt Lady Marina? Он лишь притворялся ее другом, это все был обман. Но госпожа Марина была добра к нему, ко всем нам. Тот, кто сделает больно госпоже Марине, будет Кледу врагом. А тот, кто ей поможет, друг Кледа. Спасибо тебе. Да ну не за что. Так, тисненный. Что? Тисненный дневник Хельма. Дайте почитать, отойди, пожалуйста. Дневник написан изящным почерком. На каждой странице умело нарисована рукавица с раскрытым глазом. Когда я приехала в этот город, я сбилась с пути. Была трусихой и пьяницей. Я думала, что Карга Анис отняла у меня все, что делало меня достойной хоть чего-то. А потом меня нашла Марина. Она помогла мне вспомнить те принципы, за которые я когда-то боролась. Храбрость, честь, долг. Она вернула меня в лоно Хельма и спасла мне жизнь. А теперь моя спасительница, моя подруга, страдает. Карга сглазила ее и заключила в теле овцы. Я должна была защищать ее и остальных, а я не справилась. Если она умрет, я скоро последую за ней. Залитый слезами дневник. Эта книга отчасти дневник, отчасти научное исследование. На полях представлены подробные диаграммы со сведениями о каргах различных разновидностей, от болотной до анис и дюнной. Эта страница написана резким и наклонным почерком, в нескольких местах текст размыт, похоже, что от слез. Девочка мертва. Мы были близки, так близки к цели. На день раньше она была бы цела, но мы опоздали. Ее мать не смогла этого вынести. Утром я нашла ее качающейся на стропилах. Прости меня, Хельм, что не спасла ее. Прости за то, что не спасла ее дочку, двухлетнюю, заживо съеденную каргами. Что не так с этим миром? Так не должно быть. Я кое-что придумала и знаю, что на верном пути. У всякой карги мощная пищеварительная система, и именно это позволяет сделать из ребенка новую каргу. Однако их кишечная микрофлора невероятно чувствительна к определенным алхимическим реагентам. С нужными ингредиентами, если Хельм будет на моей стороне, я теоретически смогу вызвать рвоту и заставить каргу выблевать украденного ребенка. Я молюсь и о том, чтобы это сработало, и о том, чтобы мне никогда не пришлось это использовать. Далее следует подробная инструкция по приготовлению того, что автор называет погибелью карги. Авторка. Справочник по каргам для охотника. Отрывок из книги «Руководство по каргам для охотника» легендарного дварского следопыта Амандиды Хартвуд. Текст в этом отрывке подчеркнут несколько раз. Все карги, от ночных до пьер, кроме разве что самых высокомерных, знают, что смерть возможна. Поэтому они не стесняются нарушать правила материального плана, чтобы вырваться из когтей смерти и вернуться еще сильнее, чем прежде. Интересно, что используют карги для этого простые и ничем не примечательные грибы. Вливая свою сущность в такой производящий споры гриб, карга может бесконечно возрождаться после смерти. Ни клинок, ни лук не причинят таким грибом вреда. Та самая извращенная магия, что исцеляет каргу, защищает и грибы. Вместо этого пользуйся огнем. Вот твой союзник. Сожги грибы в пепел, и твой клинок поразит сердце карги. Но предупреждаю, охотник, даже в смерти карга опасна. Будь быстрым, стремительным, смертоносным. Окей. Подожди, а что там с Конором? Ладно, пока ничего. Пошли.
I can't believe one of our Один из own нас был was on красношапка, Red Cap. и как я это профукала. Why didn't I see it? У него была отличная маскировка, откуда тебе было знать. I've seen it before. Я ведь видела такое. Маска Карги мне к лицу приросла, я должна была догадаться. Thank you. Спасибо. Ты сделала то, чего я не смогла. Нет слов, как же рада, что ты Damn glad здесь. you were here. Да не, шо. Я ж героиня всея Врат Балдура, так что, в принципе, это логично. Hags really have Это звучало так высокомерно. Мне нравится. Погнали в смущенную русалку тогда. Правильно, правильно. Где смущенная русалка? А, так вроде недалеко. Ой, я так громко что-то закричала. no traps, please. Что вы ящичек? Ответственному сотруднику я хочу попросить о встрече, в ходе которой можно было бы обсудить мою просьбу о встрече господином Десноборотом с благодарностью Амандей. К счету на крупную сумму, выставленному в счетной палате, прикреплено следующее примечание. Напоминаю, ремонтная работа на этаже хранилища солистика механических систем. Мы слили морскую воду со всех уровней и вновь запечатали стены, но повторная активация магической защиты должна выполняться уполномоченным членом Гандийской гильдии. Я не рекомендую проводить такой ремонт до тех пор, пока не будет выявлен и устранен источник проблем в гавани. Даже счетная палата не может позволить себе многократно приглашать прославленных мастеров Гонда. Сейчас груз. Напоминание дежурным охранникам. Главный банкир Ясноборот ожидает груз, который должен быть перенесен в главное хранилище без всяких обычных проверок. Об остальном позаботится личная охрана главного банкира. Это выше чуть-чуть. Поющая лютня. Больше еды. Я на медне у вас отужинал. Должен сказать, что это потрясающая еда, просто отменная. Но почему вы только по вечерам работаете? У вас повар-вампир, что ли? Если это так, завесьте кухню шторами, пусть готовит себе днем спокойно. Я бы хоть каждый день у вас обедала, если бы кухня работала. Обедал бы. Вот так вот. Вот этот чел. Подруги, я гляжу, у тебя снаряги полно. Не одолжишь целебное зелье? Чё-то ты на раненого не похож. А я и не ранен, но скоро буду. Как только головорезы Хур-Луба-Тахуна до меня доберутся. Семейство хунов? Это же богачи из верхнего города, верно? Такие богатеи, что гадят в золотые горшки. По крайней мере, так мне Хенриетта говорила. Это дочка Хурлбута. Мы с ней обручены были, тайно, но теперь ее вроде как хотят выдать замуж за Дерка Риллина. Я пытался с Хенни увидеться, но ее папаша нам помешал. И теперь ты готовишься пострадать за свою любовь. Если я вздумаю бузить, это может ударить по Хенни. Ей и без того проблем хватает. Дерк Риллин тот еще козел. Не знаешь ты, видать, что такое любовь. Хотя, может, и знаю. Вот, возьми целебное зелье. Еще мой самый любимый вкус. Спасибо, родная. Не влюбляйся в дочек богатеев. Понятно. А если влюблюсь? Ну, на кухне просто пусто, тут ничего не вижу. Буквально. Ну, я имею в виду ничего важного. Не влюбляйся в дочек богатеев. Говорит. Нифига себе. Ну ладно, не буду тогда. Поющая лютня. А тут у нас чувак работает. Тендер Хенк, ну работает тогда спокойненько, да? А у меня случайно нет? Нет, поняла.
The blushing mermaid. Not Цветастая дрянь. Ганнет, у меня только что была худшая ночь в моей жизни, да еще хуже, чем тогда в чуть ли с медведем. Добрался я до Калимшана и решил сходить в кабак, про который тут трындят. Медный крам называется. Ну, знаешь, где варят всякое призовое пойло. Так вот, попробовал я его. Вкус такой, будто в глотке цветы Ась? О, куда? Вкус такой, будто в глотке цветы подрочили. Я с тех пор 10 пинт Эля в себя влил, а долбанный вкус все равно никуда не делся. Приготовь пару бочонков своей бурды, когда я в следующий раз причалю. Потому как кроме той мочи, которую ты выпивкой называешь, ничто другое это дерьмо не смоет. Пиджей Стабс. Пиджей. Почему так смешно? Сирене великолепной. Капс. Дорогой сладкоголосый сирен. Я на каждом вашем представлении была, хотя папа и говорит, что мне рано ходить в смущенную русалку. Вы самые лучшие, я в жизни такого не видела. Не могли бы вы, пожалуйста, научить меня танцевать? Вам и делать ничего не придется, я уже и так ого-го. Могу 2 раза подряд колесом пройтись. А если вам это... А я вам за это хоть макияж готова делать, хоть костюмы с блестками стирать, хоть причесывать вас, что захотите. Я буду лучшей в мире участницей или матер-свидетель, ученицей. Увидимся на вашем выступлении сегодня. Я такая блондинка с кудряшками. Кстати, ваша синяя ленточка мне бы одна подошла. Ну это я так к слову. Жду не дождусь, когда мы начнем. С любовью, Минди. Так, интересно. Неоплаченные долги. Капитан, тут говорят, придурок Бруно Индемикус отрабатывает вам должок. Так мне он немалых денег должен в костях Балдура, и я хочу их получить. Передай ему, пусть мне пришлет свой палец, а еще лучше сами ему отрежьте. Я почтовый ящик проверю чуть позже. Надеюсь, он пустым не окажется. Бринкс. Другим почерком ниже дописано. Бринкс. Да я тебя за такие шуточки твоей же моче утоплю. Таким себя возомнил. Девятипалый, и попробуй так поугрожать, я полюбуюсь. Насчет Бруно загляни ко мне в русалку. Мы его долг погасим, а я ему на счетчик добавлю. Не надо никому палец срезать. Боцман Ганнет. Ладно. Окей. Охранница, пьяная охранница. А че это ты на службе? Ну, шикарная у меня форма, да? Стоп, почему я... Так у меня же смена в счетной палате. Псики. Псики. Так вот, это чудесно, конечно. Идем. Вот чертяка тоже валяется. Заика Бартун, чуть-чуть пьяный. А, я вам говорила, покажу. Смотрите, вот Зена стоит возле смущенной русалки. Видите, да, Зена, она стоит. Она полуэльф, Что такое? Почему я не умею говорить? Полуэльфийка Дроу. Вы видите, да? Вы видите, да? Вы вот, ну, я не знаю, может, там не видно? Там видно, там видно. Она полуэльфийка Дроу. А в игре таких нет. Она вот первая, кого я встретила. Чтобы Дроу с помесью полуэльфийки. Это нечто. Меня прикалывает то, что она выглядит... Ну, типа... Не похожа на Дроу. Я бы не поняла даже, что она Дроу наполовину, если бы... Подожди. Полуэльфийка Дроу, это значит, что она получеловек, полуэльфийка и полудроу. О боже, да у нее 3 смеси. Это жестко. Это жестко. А покажи, какие у тебя уши. У нее уши человечьи, по-моему. Не, ну их не видно, наверное, там полуострые чуть-чуть. Как у Shadowheart, типа. Прикольно. Твой Горташ мудила. Она такая бледная. Угу. Не знаю, девочка по имени Ванра, так? Точно. Неудивительно, что капитанка Гризли кидается на всякого, кто об этом только заикается. Я так думаю, это беженцы. Сама видела, как они залезали в один из заброшенных домов неподалеку. Скоты. Да чё скоты? Это сразу он заброшенный. Он ведь заброшенный дом-то. Почему скоты? Ладно, если бы они в чей-то дом залезали. Со мной подружка поспорила, что я не приду сюда в одиночку пропустить пару кружек Эля. А я взяла и пришла. Эля там не было, но теперь есть. На свиданку?
Ты шутишь, что ли? В городе вот-вот начнется резня, и ну и потом мы отплываем с первыми лучами солнца. И что? К тому времени уже вернусь? Дружище, я тебя знаю, ты на свои собственные похороны опоздаешь. Послушай, запей на эту свою свиданку, а на следующей стоянке я тебе чё? Чё-то она. В ее глазах читается любовь и забота, явно более, чем просто дружеская. Ты разве не видишь? Она любит тебя и переживает за тебя. Лучше послушайся ее. Убеждение так убеждение. Давай, слушайся, говорю. Любит? Ну, это пошел перебор, но... Я правда беспокоюсь за тебя, дружище. Без тебя наш корабль осиротеет. Ты знаешь, что я подок на эти розовые сопли. Ладно, пес с ней со свиданкой. Ну тогда возьмем еще по одной на дорожку. Ты угощаешь. Вот это я, получается, сводница. О, Стариан, это место не меняется. Может, ему бы и стоило измениться. Не вижу никого, кроме раскульных идиотов. Вот именно, и разве это не чудесно? Любые шалости дозволены. У Астариана тут с Уиллом был бы забавненький диалог, в котором Уилл бы признался, что он впервые поцеловался в 15, кажется, как-то так, а Астариан такой типа: о, только в 15? Типа, иу, так поздно, боже. Это на самом деле так смешно. Но я думаю, что он просто силе и... Боже, да он прикалывается, мне кажется, так. Вот если бы тебе пришлось выбирать между полутемным и светлым, на твой вкус какое лучше? По-любому светлое. Не за что, так сказать. Я никогда не замечала вот этого. Вообще никогда, веришь, нет? Фига себе. Правила этого бара хочу почитать. Список правил поведения в баре написан уверенным и изящным почерком. Никаких драк, никаких волшебных бутылок. Кто пронесет с собой выпивку, можете с ней попрощаться. В стаканы не харкать. Шлепнули по заднице официантку, значит, это рука вам без надобности. Во, это просто... Это сердечко, это радость, это счастье, это лучшее, что можно было написать в правилах. И, в принципе, это нужно вести на законодательном уровне во всем нашем мире. И во всех остальных мирах тоже. Лизаться, обжиматься где-нибудь в другом месте. Чаевые не обязательно, но помогают отличать приличных клиентов от козлов. Что-то пролили, то и оплатили. Пейте больше воды и сообщайте персоналу, если почувствуете недомогание или угрозу. Приключенцы, оставляйте все свои тревоги за порогом, а здесь только отдых и никаких забот. Очень смешно. Боцман. На пол не ссать, по углам не срать. Если что разобьешь или сломаешь, придется заплатить. Затеешь драку, капитан Гризли лично насадит тебя на вертел. Ясно? Я насчет пропавшей девочки, ее вроде Ванра зовут. О боги, только не это. Если будешь размахивать ножом у меня перед носом, вылетишь отсюда как пробка, ясно тебе? Там был последний вариант ответа, можете промотать назад, посмотреть. Я его до конца не увидела, я только так часть глазами скользнула, но не прочитала. Там что-то типа, если очень захочется, то можно. Имеется в виду на пол насать. Вроде как-то так. По-моему, что-то такое забавное. Кто это размахивал ножом у тебя перед носом? Да, это психованная женщина Лара или Лора, или как мы ее звали, орала как ненормальная, что ее дочка пропала. Жуткий бардак тут устроила. Капитан Гризли в конечном итоге вышвырнула ее вон из скатертью дорожка. Окей. Что сюда?
Пап, я не корова, которую можно продать на рынке. Лапуль, я тебя умоляю, кредиторы скребутся в дверь, этот брак спасет наш бизнес. Просто посмотри на сына Нильсонов, вот навстречу ради нас, ради твоей семьи. Извините, сударыня, всего один вопрос. Вот вы вышли замуж за незнакомца, чтобы ваше семейство купалось в золоте? Так, что у нас есть? Если это нужно для спасения семьи, тогда да, ни за что моя жизнь принадлежит только мне, ничего не скажу насчет брака, но думаю, надо хотя бы познакомиться с ними, даже думать об этом противно. Я выбираю третье, моя жизнь принадлежит только мне. Это же не только ее жизнь, она и матери обязана, и сестре, и мне, в конце концов. Хочешь, чтобы мы по всему миру пошли, да? Нифига ты, мудила. Я хочу быть счастливой. И у меня уже есть Саша. Дочка разносчика. Я такого не потерплю. Тогда уходи. Я приняла решение. Отлично, неблагодарная ты подлая отродье. Нифига мудак у нее папаша, конечно, тварь какая. Не, ну камон. Свалил, ну и вали отсюда, правильно. Хочешь поговорить? Спасибо. Выпьем за начало новой жизни, в которой мы сами себе хозяйки. Папаша просто вот сборник крутизны, сборник папаша 10 тысяч, так скажем. Вот тебе манипулирование, вот тебе ты обязана, вот тебе делай то, что я сказал, потому что я хочу золото. А не завернуть тебе по... Ладно. Я не буду говорить. Капитанка Гризли. Неужели нельзя оставить в покое капитанку с Бадуна? О, привет. Голос, кстати, классный. Капитанка Гризли, к твоим услугам. Ты для меня как освежающий глоток воды. Чем могу служить? Что за услуги ты предлагаешь? Выпивки полно в баре. Что ж, до продолжения, боюсь. Я для этого уже старовато, хотя ты, конечно, само очарование. Я насчет пропавшей девочки по имени Ванра. Я сохранюсь. Только не это. Слушай, Лора правда была здесь, бухала как не в себя, но она была одна, никакого ребенка с ней в помине не было. Когда мы пытались вывести ее, знаешь, что она сделала? Кинулась с ножом на нашего бармена, но понимать об этом она тебе не рассказала. Откуда мне знать, что ты не лжешь? У меня тут бар. Зачем мне тут какое-то дитё, чтобы носилась, орала и гадила? Слушай, я эту Лору знаю давно. Она плавала с Бартом черным кинжалом. Говорят, ее выбросили за борт за то, что она пырнула ножом боцмана, когда продула в карты. До этого решительно ничего против нее не имела. На русалке рады всем и каждому. Он мог угрожать моим людям, заявлять, будто мы похитили ее ребенка. У нее просто крыша поехала. Она опасна. В следующий раз она еще на кого-нибудь кинется с ножом, могут быть жертвы. С этим нужно что-то делать. И что ты предлагаешь? Есть ли всего один единственный способ заставить кого-то заткнуться? Есть. Она опасна. И что я за капитанка, если буду просто сидеть сложа руки? Мне очень жаль, что до этого дошло, но я заплачу целую кучу золота тому, кто от меня от нее избавит. Окончательно. Это безумие. Уж точно не большее безумие, чем лгать всем подряд про несуществующего ребенка. Короче, если ты отказываешься мне помочь, я найду кого-нибудь другого. Но если хочешь, сделай все так, чтобы ее смерть была быстрой и безболезненной. Даже не думай, я не стану делать за тебя твою грязную работу. Какой
какая унылая. Я так хотела запятнать твою душу убийством невинной матери. I wanted you to stain your soul with the blood of an innocent mother. Что ж, придется мне украсть комнату твоими внутренностями. Они будут прекрасно сочетаться с узорами на моем новом ковре. Well, hello. И снова приветики. Hello, Petal. Скучал по мне? Цветик, это Этель. Блин. Я сохранюсь. Я хочу кое-что сделать. А, я не могу сделать. Вот он, блин. Я же тебя убила. Ты что ж думала, что первая такая, Цветик, что у меня нет планов на этот случай? Марина улизнула от меня вместе с обещанным мне ребенком из-за тебя, между прочим. Так что мне нужно было найти другую. Малышка Мондра была такая вкусненькая. Взглянуть на ее живот. Животик уже округлился, правда? Мне идет. Вандра сидит у меня в животике и селенок набирается. Когда придет время, я изрыгну ее, и у меня будет юная карка-ученица. Но, к сожалению, из-за этого я пока пребываю в несколько стесненном положении. Я бы с радостью выпустила тебе кишки прямо сейчас, но мне нельзя напрягаться, для ребенка вредно. Астариан и Карлах одобрили. Отдай мне девчонку сейчас же. А если нет, то что, убьешь меня? Тронь меня хоть пальцем, девчонке конец, и я просто вернусь снова еще сильнее, чем прежде. Женщина в моем положении должна нежиться в ванне, не нервничать из-за всякой ерунды. Я оставлю тебя на попечение моей команды. Если тебе чудом посчастливится выжить, держись от меня подальше, не то твоей Вандре придется худо. На самом деле, вот прям вот здесь можно спокойно забрать у нее ребенка, если вы играете уже второй раз, допустим, уже это все знаете, да, или вот после просмотра видео, допустим. Вы знаете, что это карга, вы подходите, создаете зелье, которое нужно. У нас уже есть ингредиенты для него. Создаете это зелье и просто кидаете в капитанку, когда она еще даже не показала свое лицо карги. Вы кидаете это зелье, она, как сказать, выплескивает ребенка. То есть вы уже автоматом спасаете девочку сейчас, чтобы потом можно было уже дальше разобраться с каргой. Я сейчас этого не сделала, потому что я хотела показать вам нормальный диалог весь. И мне придется эту девочку доставать уже дальше. Хотя это можно было бы сделать и тут. Как-то так. Это действие. Я не хочу тратить действие. My fury. I'm ready. Step quick.
I will ascend. Never a dull moment. Such pretty skin flaps. I would. Again. I was hoping she'd found some remote bolt to Снова rot опять. in. Прощайте все надежды, что она сгнила в каком-нибудь болоте. Soldier, Enough time wasted. Я, кстати, забыла сделать это зелье. Наверное, мне стоит... Где это? Это у нас, кажется, погибель Карги. Вот она. Создаю. Покажи мне, где оно у меня лежит. Вот оно. Заставить Каргу, проглотившую ребенка, тут же извергнуть его из себя. Давайте прочитаем, что там. При Смейре, где правит Светлокубра Зибальна, когда-то случились проблемы с карками. Ох, какие проблемы. Так, фраз и не решить. Карги питают особую склонность к детям и ценят силу, которую дает невинность. И если помешать Карге завладеть этой силой, для нее это может стать катастрофой. Собственно, мы это и сделаем. One day I'll catch a break. Да, папа твой убежал уже, ты чего? Че фиг знает, когда вы закончили вроде. Так что пофигу. Я, наверное, к самой Карге пойду в следующий раз. Я думаю, я бы хотела... Или и так нормально. Да не, и так нормально, и так нормально. Пойду в следующий раз просто. This calls for Это все мне. light on my feet. Можем просто зайти, чтобы я не забыла, где мы. Ну, в принципе, тут я и не забуду. Everything is clear. Спасибо вам, Тинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.